Приветствую вас, друзья! У нас прогноз вторая декада ноября для знака зодиака Скорпион. Мы посмотрим сферу отношений, работы, карьеры, бизнеса, финансов. Кипер нам покажет сюрприз, неожиданность, ну или на что-то сделает акцент. Также у нас будут советы от оракулов. И в конце расклада у нас будет маятник. Маятник ответит на ваш вопрос, да или нет. Хорошо, Скорпионы, вторая декада ноября. Что у вас будет происходить в начале этих 10 дней? Ваш настрой, ваши ожидания. Что вас ждет в личных отношениях? Первая карта, у кого они есть. Отношения или брак. Вторая для тех, кто в поиске любви. Работа, карьера, бизнес, у кого есть занятость. Для тех, кто в поиске работы, ваши перспективы. Финансы. Что вас ждет в конце этих 10 дней? И советы или предупреждения от Таро. Так, что перевернутые. Так, Кипр я положу отдельно. Хорошо, в начале этих 10 дней у вас ложится туз кубков. Конечно, туз кубков, тузы — это вообще начинание. У кого-то тут начало любви. У нас тут пятерка, мы сейчас уточним. Да, это может быть новые чувства, это может быть какое-то радостное событие в вашей жизни. Но опять это связано с началом. У кого-то может быть здесь предложение руки и сердца, вступление в брак. У кого-то может быть радостная новость, не знаю, получение наследства, о приобретении своего жилья. Также туз кубков может говорить начало какого-то творческого проекта. Вот для тех, кто ищет работу, да вообще у вас, да, 3 туза. Кто ищет работу, здесь может быть подписание или трудового договора, или может быть какой-то творческий проект. Ну, уточним, конечно. Еще у нас туз кубков — это исполнение желания. То есть, когда человек находится в преддверии чего-то очень хорошего. Ну, давайте на одну карту посмотрим, с чем это связано. Потому что и в совет предупреждения тоже какой-то шанс больших материальных возможностей. Но здесь еще помимо материального, это вот полное удовольствие. Давайте уточним. Да, может быть, у кого-то зачатие, рождение малыша. Тут или был какой-то выбор, или вы что-то ждали. Ну, вот, может быть, кто-то ждал, например, одобрения ипотеки, или вы ждали финансовой помощи, или какие-то бумаги у вас оформлялись. Также это ждать приглашения на новую работу, но еще здесь кто-то ждал какой-то поездки. Потому что в деньгах у вас ложится колесница. Да, это может быть переезд, это может быть новая работа, открывается новый канал, но это может быть еще и поездка. Потому что в конце 10 дней у нас тут двойка пентаклей, вот тоже какие-то корабли и какая-то ситуация взвешивания. Ну, какие-то новости, да. У кого-то, может быть, это предложение руки и сердца. Вот у кого-то новая любовь. Но двойка, вот пятерка пентаклей и двойка — это сомнение, вступать, не вступать в новую связь. То есть это может быть какой-то кризис, который вы сейчас переживаете. Но в вашу жизнь входит любовь, и в совет предупреждения от этого дара отказываться нельзя. Да, вот для тех, кто в браке, здесь у кого-то может быть беременность. Может быть, двойка говорит, что вы какое-то время будете раздумывать, оставлять, не оставлять малыша. Хотя здесь такого не вижу, но все-таки двойка — это какие-то сомнения и нерешительность. Также это получение приятных новостей вот по тузу, который вас порадует. Это может быть еще продвижение по карьерной лестнице, тоже вы ждали. Какое-то место освободилось. Если для мужчин здесь вообще король кубков, это занять какой-то трон. Может быть, это новость о вашем повышении. Но вот в начале этих 10 дней у вас тут какие-то очень приятные новости. Для тех, кто в отношениях или в браке, ну, здесь, если смотреть на любовь, тут наполненность. Здесь хорошая духовная близость.
Но еще это какие-то радостные, счастливые события, связанные с вашей любовью. Ну или с вашей семьей, домом. У кого-то известие о беременности, у кого-то решается вопрос с жильем. Девятка еще может говорить о получении неожиданного наследства. Ну или, может быть, вам там помогли родители, или вам одобрили ипотеку. То есть вот какое-то разрешение, которое позволит вам улучшить ваши жилищные условия. Ох, мне две прям выскочили. Ой, ну тут и влюбленные, и двойка кубков. Ну тут вообще... Да. Ну, двойка кубков и влюбленные — это какие-то партнерские отношения. Но мы же смотрим на брак. То есть кто-то здесь принимает решение вступать в брак. Если вы, не знаю, может быть, по какой-то причине разругались, туз кубков-то и двойка — это помириться. Ну, а также здесь какие-то решения, которые вы принимаете вместе в паре. То, над чем вы работали. Ну, вот, может быть, у кого-то здесь наследство, у кого-то здесь решается вопрос с недвижимостью. Двойка кубков может говорить о подписании договора. Ну, а если смотреть на ваши отношения, да, тут наполненность. Ну, и влюбленные говорят, что здесь есть и чувства, и страсть. Это ваша вторая половинка, да. Но вот если вы тут что-то ругались или, может быть, притирались характерами, то знайте, что этот человек вам по судьбе. Нужно просто понимать, что вы разные. Так, ну давайте посмотрим для тех, кто в поиске любви. Тобто вот на пороге нового чувства. Но пятерка может говорить о кризисе. Да, бывает кризис среднего возраста. Также это кризис, заниженная самооценка. Ну, может быть, это были у вас какие-то отношения, может быть, человек вас не ценил. И вот выработал вам чувство, что вы вообще недостойны любви. Так, ну давайте посмотрим. Ну, обратите внимание, у вас ложится императрица. Да, скорпиончики, ловите вот этот момент, вот эти 10 дней для отношений потрясающие. Ну, у вас вообще хорошие карты. Тут и по работе какая-то движуха. Императрица — это смена статуса. Если вы были холостая для женщин, то вы меняете статус на возлюбленную. И по императрице вы можете занять очень хорошее положение в этих отношениях. Но вот этот вот туз, да, который вам дает, и туз кубков, то есть тут будет и любовь, но еще у вас с этим партнером или партнершей, знаете, когда у нас та вот вторая чакра Венера. Венера — это планета любви, но еще это планета денег. И бывает так, что вот мужчина и женщина сходятся, у них и чувство сильное, но у них еще очень хорошо работает денежный канал. Как правило, если в любви все хорошо, то и с деньгами будет все хорошо. И вот здесь вам и говорят, что вот эта новая любовь откроет вам хорошие перспективы заработать и обрести финансовую независимость. Ну, а мужчины встречают такую императрицу. Отношения будут очень жизнестойкие, развивающиеся. Ну и женщина станет вам прекрасной женой, матерью вашим детям. Так что вот этот кризис одиночества у вас заканчивается. Но общайтесь, общайтесь, обращайте внимание, кто вам будет. Может быть, в соцсетях. Опять же, здесь земной шар. Может быть, будут какие-то сомнения, вступать, не вступать в эти отношения. Но карты говорят, не прозевайте. Хорошо, работа, бизнес, король кубков. Ну, тут мужчин может быть какое-то повышение, занять очень стабильное положение. То есть, как бы карта говорит, вы будете мало того, что довольны этим повышением, но здесь будет еще стабильный заработок. Также это может быть помощь от кого-то по работе. Может быть, вот какое-то предложение о новой работе, или это, может быть, бизнес-партнерство, например, для женщин. Как-то у вас в работе большую роль сыграет король кубков. Конечно, это может быть какой-то родственник, друг. Давайте мы уточним. Все-таки это фигурная карта. Но кто-то из мужчин, наверное, будет все-таки биться за вот эту новую должность среди конкурентов, претендентов, чтобы ее занять. Ну, я говорю, здесь реализация то ли в творчестве, то ли продвижение по карьерной лестнице. Но еще солнце у нас — это слава, почет, известность. Да, у вас на дне еще лежит маг. А маг — это когда человек добивается всего сам.
Это может быть какая-то индивидуальная деятельность, или здесь вам вот, чтобы семерку эту преодолеть, если кто-то еще метит вот на эту должность, о которой вы, скорее всего, мечтали, вам здесь нужно составить переговоры, показать свое красноречие, ну и как фокусник показать все, что вы умеете. Для женщин, может быть, карта показывает, что вам нужно себя вести как король кубков, как мужчина. Ну или вам здесь поддержку окажет какой-то король. Скорее всего, вы знаете, кто это. Может быть, это ваш отец или начальник, или какой-то коллега на работе. Ну, может быть, друг. Здесь еще король кубков, если смотреть по работе, это человек, который добился чего-то в реализации именно своих талантов, своим мастерством. А если вы тут боретесь с конкурентами, может быть, ну, кто-то еще занимается той же деятельностью, что и вы, если вот вы на себя работаете, может быть, знаете, получить какой-то тендер, то есть вот какой-то дар, начать какой-то проект или крупный заказ взять, который поможет вам решить все ваши и финансовые вопросы, ну и показать свое мастерство, может быть, даже добиться, как я сказала, какой-то известности и славы. Но по семерке вам нужно здесь, придется побороться, да, проявить упорство. А для тех, кто в поиске, тут или принятие вами решения начинать, может быть, какой-то творческий проект, может быть, вот с кем-то, это может быть семейный бизнес, там муж, жена, например, или какой-то близкий друг, как уже член вашей семьи. Или здесь подписание документов, например, трудового договора. Давайте мы одну карту уточним. Потому что по деньгам колесница – это или приход каких-то денег, которые вы ждали, или здесь новая работа. Для кого-то здесь рост полномочий, может быть, продвижение по карьерной лестнице, да, и, может быть, нужно будет руководить каким-то коллективом. Давайте мы уточним туз мечей. Да, вот у вас и тут туз кубков, сомнения или ожидания, да, а здесь сомнения, справлюсь, не справлюсь, может быть такое. Соглашаться, не соглашаться на эту работу. Какие-то сомнения у вас будут. Ну, тут карта говорит, слушайте свою интуицию. Или еще сомнения примут, не примут. Что мне карты переворачиваются? Ну, десятка кубков. Да, скорпиончики, 10 дней у вас и в любви, и в работе, и в деньгах. Поэтому ловите шанс, ловите удачу. Десятка кубков, это, я говорю, может быть семейный бизнес. Убирайте вот эти сомнения, страхи, что у вас не получится. Ну и туз кубков, туз пентаклей об этом говорит, да? Десятка. Десятка – это или влиться в какой-то очень хороший коллектив, причем будут хорошие отношения с коллегами. Это работать над общим делом, и с этими людьми вы можете добиться очень больших успехов. Может быть, это семейный бизнес. Все-таки здесь у нас, ну, семейный или, может быть, друзья, как я говорила, как уже члены вашей семьи. Ну, вы будете довольны и самой работой, и финансовым достатком. Потому что вот эта радуга всегда говорит о благополучии в настоящем, но и в будущем. То есть у вас появится надежда. Надежда, что все будет хорошо. Тут по деньгам или какие-то придут быстрые деньги, или здесь деньги от каких-то поездок, может быть, это какие-то командировки, разъезды по делам, какие-то переговоры, заключение контрактов, сделок. Кто-то будет тратиться на поездку, переезд. Кто-то, может быть, в отпуск поедет. Ну, у кого-то здесь продвижение по карьерной лестнице, поэтому тоже будет повышение зарплаты. Хорошо, в конце этих 10 дней у вас здесь какой-то выбор. Тут может быть, знаете что, не только выбор, взвешивание, да, вот получится, не получится, потому что у вас 3 двойки. Какие-то все-таки сомнения у вас будут. Убирайте эти сомнения, они вам будут мешать. Все у вас здесь прекрасно получается. Самое главное, убирайте нерешительность. Но двойка – это еще взвешивание, может быть, какая-то покупка. То есть вот это выбор, да, вот когда мы что-то подороже, но получше, или что-то подешевле купить, но чуть похуже.
Еще это может быть появится какая-то небольшая приработка. Это или одноразово заработать вот по колеснице, какие-то быстрые деньги. Вот заказ выполнили быстро и получили. Или, может быть, это неофициальная работа. Почему у вас здесь сомнения? А вдруг мне вот сейчас я сделаю работу, меня кинут? Нет, вот здесь как раз карта говорит, что может быть одноразово вот что-то вы для тех, кто в поиске. Это не обязательно найти работу, но хотя карта говорит, да, устойчивое положение, но это может быть вот реально заработать. Ну или карта говорит, вы делаете какой-то заказ, контракт выполняете, а вам еще что-то предлагают. Вот здесь опять есть вероятность еще заработать, ну какую-то халтурку может быть. Например, в нерабочее время или в выходные. Ну, совет предупреждения, тут карта говорит, воспользуйтесь вот этим шансом, который Вселенная вам будет предлагать эти 10 дней. Может быть, Вселенная, может, какой-то человек вам будет что-то предлагать, новую работу, какой-то заказ. Может быть, кто-то помощь вам окажет вот, для решения, например, жилищных вопросов. Или какой-то здесь подарок, может быть, от близких. То есть вот эту руку вам протягивают, вам нужно это взять. Но в любом случае не упустите какой-то очень хороший шанс. Да, скорпиончики, раскладик у вас очень на эти 10 дней. 3 туза, но много двоек, поэтому сомнения убирайте. Давайте еще посмотрим, что нам Кипер скажет. Скорпионы, 2 декада ноября. Что нам хочет передать Кипер? Да, 2 карты волнений и переживаний по поводу заключения каких-то документов с богатым человеком. Это может быть покупка, продажа недвижимости. Это может быть сообщение о принятии вас на работу. Но я говорю, вот эти двойки, которые там были, они здесь опять показывают, что вы будете вот что-то сомневаться, может быть, просто будете ждать и переживать. Ну, у кого-то здесь заключение брака, у кого-то новая любовь. Да. Ну, смотрите, вот опять туз пентаклей, колесница и опять sudden wealth. Это неожиданное богатство, это джекпот. То есть вам вот эти 10 дней будет очень хорошо вести и в любви, и в деньгах. Вот этот выигрыш. А вот эти сомнения разделяют вас между занять богатое положение, да, стать богатым человеком. Вот эти вот колебания и, не знаю, может быть, вы просто думаете, что у вас не получится, или получу или не получу я это сообщение, получу ли я эту помощь, получите. Да. Давайте посмотрим советы. Да, напишите, пожалуйста, в комментариях, нужны ли эти советы, а то, может быть, зря я трачу свое время. Вы не смотрите, пропускаете, да, или, может быть, вообще выключаете видео. Так, скорпионы, 2 декада ноября, совет от Веканского оракула. Вот у нас малый народец, прямая сейчас. Рядом с вами есть те, кто с радостью готов подключиться к вашей работе и предоставить вам необходимую помощь в проекте, который также дорог и их сердцу. Оглянитесь вокруг, озвучьте, какая поддержка может быть вам нужна, и с благодарностью принимайте предложенную помощь. Вот этот вот туз пентаклей. Да. И еще у нас совет от оракула королева Луны, скорпионы, 2 декада ноября. Гроув. Гроув — это рост, развитие. Карта говорит, откажитесь от застоя. Сейчас нужно действовать, расти, развиваться. Будь то это отношения, то есть любовь ваша будет расти, будь то это работа, бизнес или карьера, или какие-то ваши, может быть, проекты. Вот за вот эти 3 туза — это новые начинания, которые вы сейчас сажаете в землю, будете над ними работать, вас ждет успех. Хорошо, давайте посмотрим маятник.
Маятник, ответь, пожалуйста, скорпионам. Вторая декада ноября. На их запрос, да или нет, о чем бы они ни спрашивали. Другого ответа я и не ждала. Ответ «да». Вот такой у нас с вами получился прогноз. Если вам понравилось, пишите комментарии, ставьте пальчик вверх. А вам всего хорошего, до свидания.